в этом шапе сорвала крышу. Наша крыша уехала на отдых. Но поедет ли машина? Мы пока не знаем. И тут представитель. Що ви, та слубочери? Бачили тільки кашу вообще колись? Если он так тесно связан с компанией, почему она ему не починила машину? И это бывает гораздо сложнее, если начать чинить с самого начала. Привет, ребята! Добро пожаловать на канал про гараж Чикаго. Сегодня мы в своем втором шапе. Хотелось бы вам показать такую историю. У нас очень ветрено, очень большой ветер и всю ночь шел дождь. Ну и получается, так как вы знаете, у нас есть два шапа. В одном мы делаем Теслы, в другом шапе мы делаем Приусы. И у нас сегодня в этом шапе сорвало крышу. Вот так это все выглядит. Залило все дождем, нашу восьмерку забросало все. Здесь везде лужи, дождь. Затопило весь офис, все в воде, все затоплено. Ну вот так вот выглядит наша разруха. Вот такая вот стихия. Вот такие у нас проблемы. Вот такая у нас дырка теперь в потолке. Помимо этого сорвало всю толь, понасыпало кучу говна. Сейчас вам покажу, где наша крыша. Наша крыша уехала на отдых. Вон она лежит. И смешно, и не очень. Вот так вот выглядит наша крыша. Сейчас позвоним хозяину этого здания, скажем ему, что такое произошло, ну и посмотрим, что будет дальше. А так вообще ветрено у нас сейчас, большие ветра. Надеюсь, что все будет хорошо. Слава богу, что дом не улетел. Теперь вы знаете, как здесь строят дома. Покажу вам еще, сейчас посмотрю, что еще случилось, где, что и как, и покажу вам. Вроде бы так все, вроде остальное все целое. По итогу вот все вот так вот выглядит. Все вот так, все в говне. Извините за мой французский. Тут вообще все затоплено. Вот так, куча воды. И что-то с этим всем нужно делать. Сейчас приедут Construction, будут заделывать эту дырку в крыше. Будем посмотреть, что произойдет дальше. Вы у нас на канале. Сегодня, несмотря на то, что суббота, у нас какой-то движ. Во-первых, привезли вот этого икса белого, пока еще с непонятной проблемой по изоляции. И вот эту Model S тоже с какой-то проблемой, которая еще пока непонятно с какой. Хотел это все дело подснять, но суета, как раз две машины, нужно было толкать, разгружать, поэтому что-то я не успел подснять. Кстати, вот этот вот Model X, я, может быть, приложу пару кадров, его забрали с завода, который какие-то комплектующие для Tesla производит или что-то вроде того. И владелец этой машины инженер, который работает на этом заводе. Как он сказал, вот только что я у него спрашивал, чем он занимается на Tesla, и он сказал, что он занимается обслуживанием, что он инженер по станкам, которые что-то там производят. То есть он не сами машины как-то там производит, грубо говоря, а именно занимается станками. Не знаю, чем он там занимается. Самое интересное, что вопрос, если он так тесно связан с компанией, почему она ему не починила машину, мы еще пока не знаем. То, что неприятно, то, что я не особо всегда люблю, что здесь уже, как вы видите, кто-то что-то пытался чинить. А когда вот кто-то что-то пытается чинить, это хуже всего, потому что потом приходится чинить после тех людей, которые уже что-то здесь чинили. И это бывает гораздо сложнее, если начать чинить с самого начала. Ну, как бы есть как есть, поэтому что делать? Вроде здесь какая-то проблема по внешней изоляции, но я еще не подключался, не смотрел, никаких ошибок не видел, поэтому не знаю. Но я думаю, если что, покажу, чем закончился ремонт этой машины. А здесь у нас что-то, то ли вроде с хитером батареи. Хотя, с другой стороны, когда мы заталкивали машину, я переключал передачи, я видел красные буквы, которые горят в не очень приятных ситуациях. Там парк, драйв, реверс и так далее, ньютрал. Это обычно говорит про какие-то проблемы с инвертором. И видел там ошибку по энкодеру. Ну, я надеюсь, что там все-таки у этого чувака не антифриз в моторе, потому что если у него там антифриз в моторе, то, наверное, тогда он сильно-сильно подрастроится. Потому что там машина ему слишком дорого выйдет. Ну,
дело такое. Наше дело небольшое, мы найдем причину, предложим варианты ремонта, а там уже владелец решит, как ему дальше с этим быть. Вот такие вот две белые машины сегодня в субботу к нам приехали. Несмотря на выходной день, я думаю, мы все починим обязательно. Интересно, что у нас здесь? Не хочет меня пускать в сервис мод. Окей. Ну ничего страшного, у нас есть другие методы. Так, что мы здесь имеем? Что мы здесь имеем? А имеем мы здесь, как много всего. Как много всего. Окей, что нас интересует больше всего? Вот он. BMS, контактор Power Supply, SV Crash. Такое впечатление, что нет питания контакторов просто. Во всяком случае, пока. Естественно, открыты контакторы и нет 12-вольтовой поддержки. Все остальное, в общем-то, не сильно нас интересует. Микрофон по Air Suspension. Это неоткалиброванные двери. Window Regulator. Это стеклоподъемник. Что-то не то. Опять по пневмоподвеске. Неоткалиброванные двери. В общем, в принципе, для начала нужно подключить все коннекторы. Там что-то спереди отключено. И разобраться с питанием контакторов. А потом будет более понятно, что все-таки у нас здесь происходит. У нас настал новый день. Вчера к нам приехали вот эти две белые Теслы. Это Model S какого-то 13 года, наверное, и Model X 16 года. Я уже немножечко про них вчера что-то, наверное, рассказал. Я точно не помню, но я повторюсь. Здесь уже кто-то что-то чинил, что обычно усложняет процесс ремонта. А здесь еще вроде бы никто ничего не чинил. Я сейчас переоденусь и попробую продиагностировать эти машины и хотя бы сложить хоть какую-то картинку о ситуации с поломками этих машин. И если успею, может быть, что-то начну ремонтировать. Но самое важное, мы попробуем сегодня сделать диагностику. Что, как я всегда повторяю, диагностика – это бог любого ремонта. Но, если честно сказать, не просто диагностика, а правильная диагностика. Поэтому сейчас переоденусь и начнем. В общем, посмотрим, что у нас тут есть. Это нам не интересно. Это по пневмоподвеске. Дальше. Нам пока пневмоподвеска не интересна. Нужна калибровка дверей. По стеклоподъемнику какая-то проблема. Это нам сейчас тоже не интересно. Дальше, калибровка дверей. А вот то, что нам интересно. По BMS. Контактор Power Supply Crash, контактор Power Supply Crash. Это ошибки по питанию контакторов. Владелец, который привез, владелец не привез, но владелец был, когда привезли машину, он что-то начал рассказывать о том, что у него какое-то подозрение на то, что хитер батареи, battery heater, то есть не в порядке. И он что-то здесь пытался ремонтировать, что-то разбирал, что-то рассказывал. Но так как он, я так понимаю, не сильно имеет в этом опыт и не сильно знает, как это все работает, у него ничего не получилось. Я не знаю, что там сейчас за ситуация по хитеру батареи, дает ли он проблемы по изоляции, но в ошибках проблем по изоляции я не увидел. Поэтому я сейчас для начала проверю питание контакторов, то есть проверю пиропатрон, проверю предохранитель на питание контакторов, проверю петлю и попробую найти питание контакторов. Если контакторы включатся, тогда мы будем искать дальше, в чем же проблема. Поэтому для начала проверим питание контакторов. Сейчас немножечко здесь это все мы поубираем. Все это мы отсюда поубираем. Владелец машины лазил туда, к высоковольтному фьюзбоксу переднему, к распределителю. Я вижу, он снят один коннектор. Он снял ресивер воздушной подвески, замотал его, вот здесь положил. Здесь какое-то лежит у нас одеяло, какое-то лежит небольшое. В общем, сейчас я проверю пиро быстренько на сопротивление и проверю предохранитель, который питает контакторы. Гляну сейчас, какой он на схеме, потому что я немного забыл, не помню наизусть, сейчас забываю. И посмотрим петля. Вот у нас петля. Петля у нас на месте. И выглядит вроде бы нормально. Попробую как-то так сделать. В общем, пиро звонится. И петля на месте. Сейчас посмотрю, какой предохранитель, проверю предохранитель. Вот наш предохранитель, контактор Power. Вот F125, контактор Power. Ищем F125. Вот он F125. И идем, проверяем его, что там у нас с F125. Смотрим у нас, вот он F125.
Так, а предохранитель-то сгоревший. Вот он, F-125. Сейчас поменяю предохранитель и посмотрим, как на это отреагирует машина. Здесь есть такой специальный, даже в наборе, специальные щипчики для того, чтобы вытаскивать предохранитель. Очень удобно. Так, сгоревший мы вытаскиваем. Ага, он чуть другого типа. Пойду поищу другой. Я принес не такой предохранитель. Вставляем этот предохранитель обратно. Проверим, что у нас по питанию. Так, питание контакторов есть. Пойдем теперь посмотрим, что говорит машина нам на это дело. А ошибочка-то по питанию контакторов у нас ушла. Вот она уже в истории осталась. А здесь у нас нет. Здесь у нас осталось по калибровке дверей, потом pitch uncalibrated, ну короче по калибровке. Потом он не видит блока управления почему-то. Air Suspension не видит блока управления Drive Assistant. И наоборот, и блок управления пневмоподвеской не видит MCU. Что-то с этим какая-то проблема. И в остальном, в принципе, тут все. Очень интересно, как говорится, но пока не сильно понятно. Сейчас попробуем включить машину и посмотрим, что из этого получится. Я вывел некоторую информацию прямо на экран, потому что у нас машина в Service Mode Plus. И очень интересно, у нас BMS State Standby, внутреннее сопротивление хорошее, но контакторы остаются у нас открытыми. Интересно, почему же это происходит? У нас вроде как нет каких-то явных проблем, но контакторы открыты. Сейчас попробую перезагрузить машину, может быть, ей это понравится больше, чем без перезагрузки. Я, кажется, немного понимаю, почему у нас не включается контактор и почему у нас по хвилу 0 вольт пишет. Здесь вот владелец пытался что-то чинить, и он отключил, наверное, battery heater. Я сейчас посмотрю, что конкретно он отключил. Естественно, он разорвал цепь интерлока, то есть цепь хвила, и хвил не проходит, и контакторы не включаются. Странно, что ошибки по хвилу нету. Но я сейчас верну на место все эти коннекторы, и я надеюсь, ситуация изменится. Все-таки цепь хвил не была разорвана, потому что здесь такая вот заглушка была вставлена. Я не знаю, откуда она взялась. И вон там видно, что есть контакты, которые замыкают хвил. Очень интересно. Всегда, конечно, приходится разгадывать всякие загадки, когда кто-то здесь уже что-то чинил. По какой-то непонятной причине машина у нас вышла из сервис-мода после перезагрузки. Ну ничего, посмотрим, что она сейчас говорит. Так, у нас контакторы открыты, state fault. Хвил у нас зеленым, кстати, горит. Но есть какая-то ошибка. Окей, вернемся мы к нашим ошибочкам. Посмотрим, что говорит. Ага, TransConMed External Isolation. Окей. Все-таки у нас есть проблема по внешней изоляции. И это сейчас машина стала говорить после того, как я подключил обратно хитр батареи. Сейчас, наверное, тогда хитр батареи отключу и подкину заведомо рабочий хитр батареи. В общем, я хочу подкинуть заведомо рабочий хитр. Я его прозвонил, у него сопротивление хорошее. Я немного приподнял машину, так как у нас все тут занято, тогда машина не ездит. Чтобы попасть на подъемник сильно сложно. Сегодня выходной, я здесь один. Поэтому я приподнял машину на джеке. И сейчас полезу под низ и доберусь до хитера. Так, я уже кавер здесь пластиковый снял. И сейчас сниму вот эту защитную планку. Ну, перед этим, конечно, вот эту отбивную планку, или как она называется, защитную для батареи. Я ее сниму и вытащу эту. Ее не сильно удобно снимать, ее придется чуть выбивать, скорее всего. Но как бы вариантов нет, поэтому сейчас подразберем. В общем, я хотел просто подкинуть заведомо нормальный хитр туда, потому что хитр, который стоит на машине, он в коротком на землю. И хотел подкинуть его, потому что здесь есть еще такой один коннектор, кроме высоковольтного. Надеялся, что снизу будет хотя бы немного места. Я знаю, что на Model X и вообще на двухмоторных машинах, чтобы добраться до батареи хитера, до нагревателя батареи, нужно снимать батарею. И как бы я надеялся, что там будет немножечко места, чтобы просто хотя бы коннекторы подкинуть. Но нет, туда не добраться. По-любому нужно снимать батарею. Судьбу, как говорится, не обманешь. Поэтому сейчас, наверное, я пока оставлю эту машину. Через пару-тройку дней, когда у нас будет время,
может быть раньше, мы скинем батарею на этой машине, поменяем хитер и продолжим ремонт, потому что не устранив проблему по хитеру, естественно, дальше идти не получится. А возможно, устранив проблему по хитеру, остальных проблем и не останется. Будем на это надеяться. В общем, продолжим ремонт, когда у нас будет возможность скинуть высоковольтную батарею. Так, ну что ж, икса мы пока оставляем. Будем скидывать батарейку, чтобы поменять хитер батареи. Сейчас попробую подиагностировать вот эту Model S, наверное, 2013 года, скорее всего, заднемоторную. Владелец этой машины, он купил ее вроде бы на аукционе, говорит, что когда вставляет зарядный коннектор, то машина пишет, что батарея греется, но ничего не происходит и машина не заряжается. То есть вроде как бы жалоба тоже на battery heater. У нас вот как раз две белые машины собрались с проблемами по battery heater. Такое бывает, когда холода, battery heater начинают включаться, интенсивнее работать и чаще выходят из строя соответственно. Поэтому я сейчас подключусь тоже диагностикой или просто посмотрю в сервис-моде какие там ошибки. Но когда эту машину заталкивали в шап, я видел, что горели буквы красным. Там где паркинг, драйв, реверс, ньютрал и так далее. Обычно это говорит по проблемам с инвертором. И еще я видел, что там была какая-то ошибка по энкодеру. Начнем с простого. Сейчас посмотрим, что у нас по battery хитеру. Посмотрим, открыты или закрыты контакторы, что вообще у нас происходит. Видел, что батарея высажена в ноль. В общем, как говорится, будем посмотреть. Если я на вот этого икса не поставил хитер, то, может быть, если здесь будет проблема с хитером в том числе, то я поставлю этот хитер сюда. Здесь на этой машине battery хитер должен меняться сильно-сильно проще. Так как здесь у нас один мотор, то здесь достаточно снять корыто, снять вот эти все пластики, и там будет достаточно удобный доступ к battery хитеру. Если в нем проблема, то сейчас я все это дело сниму и попробую его поменять. Но для начала, конечно же, мы посмотрим на ошибки и подиагностируем машину. Владелец оставил вот тут такой огромный мощный аккумулятор. Я думаю, мы им воспользуемся. Почему бы и нет. Сейчас подождем, пока загрузится компьютер у нас. Штуку мы сделаем вот так вот и немножечко сделаем поудобнее. Машина, конечно, такая подзамурзанная, с аукциона, подзатертая. Ну да, в общем, какая-то нам разница. Откроем диагностический порт. Прямо сейчас он мне не особо нужен, но сделаю так, чтобы было. Введу машину в Service Mode Plus, чтобы через CanView тоже можно было смотреть дополнительно какие-то данные. Здесь уже стоит ретрофит на Intel, что облегчит нам задачу, и порт открыть будет гораздо легче. Поэтому откроем порт и посмотрим на ошибки. Машина в Service Mode Plus, посмотрим на ошибочки. У нас здесь что? Контакторы наверняка открыты, потому что у нас 12 вольт not supported. Здесь у нас BMS Reset, Drive Inverter. Тут, короче, очень много всяких ошибок в истории. Вот попытка включить контакторы, TransConMet, когда условия не соблюдены для включения контакторов. Вот она. Да, контактор делает контактор closed. Это обычно такое бывает, когда машина пытается включить контактор, но ей что-то мешает. Часто это бывает низкое сопротивление чего-то. Сейчас посмотрим, что у нас внутри батарейки. Включим конвейер, выберем некоторые параметры, чтобы мы прямо отсюда могли их видеть. Так, что у нас здесь? Контактор State, пусть будет открытый контактор, Isolation Resistance. Внутренняя сопротивление изоляции в батарейке до контактора выглядит отлично, в норме. Так, BMS State Standby, окей. Что нам еще здесь может быть интересно? Посмотрим. У нас здесь есть Хвил, пусть будет BMB Min Max. Разбег по батарейке достаточно большой, но машина, по-моему, разряжена в хлам. Поэтому не будем на это сейчас слишком обращать внимание, потому что при низком СОК, при низком разряженной батарее часто разбегаются вольтажи на модулях. Поэтому, когда уже подзарядим, будем заниматься, если там будет проблема, будем уже обращать на нее внимание. Сейчас пока нам это не сильно нужно. В общем-то, мне особо больше ничего и не нужно. Я тогда сейчас попробую. У меня сейчас, кстати, нет ошибок каких-то. Сейчас я попробую подключить зарядку, и, возможно, машина даст мне это сделать. Не исключаю такой возможности. Откроем Charge порт. Возможно, машина разрешит это сделать. Я надеюсь, во всяком случае. О, и контакторы включились. Так, есть. Вставляем зарядочку. Зарядка пошла, но у меня какая-то ошибка там заморгала. Сейчас поглядим, что у нас добавилось из ошибок. Service Alerts. Латч не закрылся. Ну, окей, хорошо, латч. Сейчас мы закроем.
О, есть. Лач закрылся, зарядка пошла. Часто бывает такое, что когда машина разряжена полностью в хлам, то контакторы отключаются. И как бы иногда можно подумать, что какая-то проблема вообще по высоковольтной системе, что машина не работает. Но она таким образом пытается сохранить энергию в батарее. И когда ты открываешь чардж-порт, а машина все-таки сок очень низкий, но у нее нет какой-то проблемы, которая мешает ей заряжаться. И она в этот момент, когда ты даешь ей понять, что ты хочешь ее зарядить, она включает контакторы, когда ты открываешь порт, и дает тебе возможность начать заряжаться. Поэтому сейчас посмотрим, что у нас здесь. В принципе, неплохо. 40 ампер, машина заряжается. Владелец не мог зарядить эту машину, потому что на улице было холодно. Наверняка батарейка замерзла очень сильно. Battery heater не работал. Он иногда пробивает, battery heater не всегда, когда вот полностью он пробивает по изоляции и сразу ложит изоляцию. Бывает такое, что он начинает ложить изоляцию в процессе работы. А бывает такое, что он просто не работает. И тогда батарея на холоде при очень сильно низкой температуре, она просто не дает возможности заряжаться. Ей нужно нагреться до определенной температуры. Только тогда система позволит ей начать заряжаться. И бывает такое, что если battery heater помер, ты пытаешься заряжать машину, вставляешь зарядный кабель, он вроде как говорит, что сейчас я буду начинать заряжаться, но не берет особо никакой ток, то есть очень низко, там пару ампер, может быть, для видимости, систему питает все это дело, но не заряжается. Потому что на холодную, если battery heater не работает, батарея заряжаться не будет. Сейчас машина поставила в шапе со вчерашнего дня. Батарея, естественно, у нас здесь тепло, она нагрелась, и она стала заряжаться. Сейчас я ее немного подзаряжу, потом сделаю термал-тест и посмотрим, что у нас по battery heater. Если что, мы его просто поменяем и все. Но я думаю, машина, скорее всего, не поедет, потому что я там видел другую ошибку по энкодеру. И вот это уже интересно. Ну, в общем, посмотрим. Вернемся обратно сюда, поглядим наши данные. Так. Сопротивление у нас, кстати, неплохое. 2340 для заднеприводной машины. Отличное сопротивление. Контакторы закрыты. Хвил у нас проходит. Напряжение по хвилу есть. Разбег уже чуть-чуть уменьшился. Но, кстати, достаточно высокие значения. 3.40. Ну, ладно, пусть машина подзарядится немного. Хотя бы, чтобы у нас появилось хотя бы 5-10% здесь. И тогда мы посмотрим, попробуем включить RL-on и попробуем поехать. Но, скорее всего, как я уже говорил, у нас это не получится. Но с этим будем разбираться позже. Машина у нас понемножку заряжается. Уже 3%. Как раз тут прошивочка прилетела новая. Что у нас? Ну вот уже разбаланс в пределах. Здесь показывает до соток, до тысячных не показывает в этом режиме. Но тут уже максимум 30 милливольт будет, а может быть 20. От 20 до 30. Поэтому разбег уменьшается, и я думаю, на более высоком соке он еще меньше станет. Сопротивление изоляции у нас остается хорошим. В принципе, наверное, сейчас отключу зарядку и попробую включить трейл. Посмотрим, что будет. Рейл у нас включился. Но поедет ли машина? Мы пока не знаем. Пневмо качает куда-то непонятно. Наверное, мы отключим пока ее, потому что пневмо стоит в каком-то непонятно высоком положении. Ага. Буквы красным горят. Посмотрим, что у нас по ошибкам. О, ошибочек добавилось. И у нас, ой, сколько всего здесь. Энкодер, HV энкодер, State Trans, Limp Mode. По энкодеру у нас проблемы. И машина у нас не едет. Не едет машина у нас. Так, хорошо. Ну, вернее, не то чтобы хорошо, это плохо. Я могу сейчас, наверное, домкратом поднять машину, если там снята защита, полезть посмотреть на энкодер. Вдруг с него кто-то сдернул коннектор. Ну, конечно, я на такое счастье не сильно надеюсь. Ну, как бы высоковольтная система машины работает, машина заряжается, разбег по батарее сейчас уже нормализируется, но машина пока никуда не едет. У этих машин очень частая проблема, у машин с большими моторами, перформанс или обычными, неважно, у них есть проблема с попаданием антифриза внутрь мотора. Здесь сопротивление на данный момент хорошее, у меня претензий к сопротивлению пока нет. Хотя я сейчас могу перезагрузить, еще раз посмотреть. Бывает такое, что с первого раза, когда машину включаешь, оно не всегда показывает низкое сопротивление. Но бывает такая история, что антифриз попадает в мотор, он затекает туда ближе к инвертору и начинает коротить, попадает на коннектор, начинает какие-то там короткие электрические замыкания делать, и инвертор начинает сыпать рандомно разными ошибками, и загораются буковки красным на щитке приборов. Это один из неприятных симптомов. Не знаю, так ли это на этой машине. Есть такая вероятность.
Но, как говорится, будем посмотреть. Сейчас я еще ее немного заряжу. Может быть, посмотрю на энкодер. Ну и, наверное, буду ехать домой, потому что сегодня воскресенье, уже поздно, почти 10 часов вечера. Продолжим ремонт завтра. Решил я все-таки подснять небольшой апдейт. Очень уж мне было интересно. Я поднял машину, снял снизу кавер и обнаружил занимательную вещь. Кто-то отключил коннектор энкодера. Я думаю, это чей-то злой умысел был наверняка. Но я подключил коннектор обратно. Машина у нас уже немного подзарядилась. Уже 17%. Кстати, по разбегу он уменьшился уже до 57-58, но даже может быть в пределах 10-15 милливольт. И самое интересное, что машина-то поехала. Завтра я сделаю термал-тест, посмотрю, почему не включается подогрев батареи. Возможно, это проблема с хитрами. Еще бывает такое, что когда одна из помп не работает, бывает тоже батарея не греется. У меня такой случай один раз был. Короче, с этим мы уже разберемся завтра. Но машина поехала, и это классно. Поэтому всем, как я уже раньше говорил, спасибо за внимание. Всем привет! И смотрите, куда мы сегодня залетели! Мы сегодня в гостях у Кархантера. И тут представитель. Що ви, Теслобочери? Бачили стільки кешу вообще колись? Зараз я вам нормальну машину покажу. Ви готові машину нормально дивитися? Ну, конечно, пошли А ви покажешь. тільки Тесли показуєте чи ще щось? Конечно, только Тесла. А знає хтось, хто такий у нас КамАЗ? Ну, пацаны, ну, наверное, знают, как, почему нет. Ну якщо знаєте, то ви готові нормальну машину Да, побачити? посмотри. Все, зараз я включаю. А смотри, знаешь, какая еще история? Смотри, у меня вот сейчас я Теслу выставил на ТикТоке, мне многие пишут, понял, свастик-кар. Свастик-кар, Ну, у типа, нас так само, Cybertruck. Ні, ну взагалі з електричок, ну ви нічого кращого, ніж Тесла не знайдете. Ви типу можете там спорити, але ну реально нічого кращого не знайдете. Ми купили цю Audi e-tron, там зарядка 3000 баксів коштує, просто зарядка. Нормально, нормально. Ну, пошли смотреть твою классную тачку. Я пока пройдусь. Получается, вот такие машины парни продают. Аудюшки. Больше у них акцент на немецкие автомобили. Ну и, конечно, подглядели у нас чуть-чуть гибридами, торгуют Теслами. Не остаются в стороне. Но, как вы видите, в основном они продают немецкие. Автопром, Mercedes, BMW, Porsche. Как большинство автомобилей. Машины на любой вкус и цвет. Кархантер. Здесь вот Львив 91. Наши ремонтируются ребята. У них здесь все на месте, в принципе, они и продают, и там, вон, смотрю, чинят их. Если что-то надо, сразу же все делается в одном месте. Мы здесь тоже дружим, общаемся с ребятами, сотрудничаем. Такая вот у нас история общая. То все херня. Я знаю, що ви всі бачите. B-Turbo V8. Ця машина коштує дорожче, ніж в Україні. Оце G63 2015 року, він коштує в Америці 50 тисяч. Напишіть, скільки він коштує в Маріуполі. В Мариуполе, да. Слышишь, тут у тебя сразу камеры, да? Ты сфотографируешь тикеты. Запасні деталі. Ну и кто хочет себе такую машину? Только в Кархантере может быть такой гелик. Тачка, конечно, классная. Но, как по мне, это классика. Как бы уже, не знаю, просто устарело это все. Уже видели, перезавидели. Ну, прикольный. Але взагалі це гелік це найкраща інвестиція, що може бути. Ти не купиш ніяку понтурезку в Америці, яка не буде губити гроші. А гелік буде тримати. Я от такий гелік 2005 року продав за 48 тисяч. Хорошая цена. 2005-го це типа 15-й. Я думаю, что такой, если взять 5-го года или там 6-го 55-й, и просто вот если бы он был 60 тысяч миль на нем было, он будет и через 10 лет стоить таких же самых, если не больше. Ну, а може і більше. Да. Ну да. Но не забывайте, что все равно в этой машине едешь как в УАЗе. Навіть гірше. Навіть гірше. На оцих колесах навіть гірше. Там просто... Ти отак включаєш музику на повну, поняв, воно там...
І їдеш. сука. Газ отпускаешь, на ней включается рекуперация из-за переднего стекла вот этого такого. Да, Ты і такой... стекло завжди от, тріснуте. Ну да, що міняй, що не міняй. А нафіга оцей? Що це? Ну щоб бортувати коло. Це, коротше, сосок, а отот нафіга. Ну, виходить, більше сосків це краще. Получається, що двохсосочний? Ну це напевно цей, просто. Главний сосок, а то второстепенний. Для красоти. У нас тоже на тесте такая фигня была. Как тебе такое? Это было специально для тех, кто мне пишет. Пишут в ТикТоке. Мы предпочитаем машину, которая там стреляет, Да, він буде Перді. стріляти, він прям буде отак їхати журчит. і це. Это специально для вас. Тут ще цей максимальний. Ой, блін, Да. спереді нема. Тут зоряне небо, але воно якесь частично. Ні-ні, Воно є. Тут є, да. Ну прикольно. Как на Rolls-Royce. Центральная часть не двигается. Ну вот так. Видите, ребята, это еще раз доказывает то, что каждый кайфует от того, от чего кайфует. Вот Назару нравится вот такой вот гелик. Я так же сам оттащусь от каких-то машин. Там 39-я мне нравится, Бэха. Очень сильно. Это прикольно. Каждому свое. Кто-то вон тащится от корветов, вот тот корвет тоже прикольный. Новая корыто вот такое или новый гелик? Ну новий є, ти що, прикалуєшся, це просто найбільша помилка в світі. Ні, взагалі машина прикольна, але просто так само, як і всі нові машини, ну вона дешевша. Типу я на неї потратив 110 тисяч, я її зараз можу продати за 80. Ну це типа. Ну і можна купити за 80 тисяч, таку можна купити нову зараз. Так я, Але це помилка, я приїхав але 2000 миль, я потратив 30 тисяч доларів на то. Ну то немає ніяких питань. Але скільки людей на тебе бачили на цієї машини, вони завжди Ну, хіба що пишалися. бачили. Скільки людей Ну поїхало коротше, на це цієї була машини. остання нова машина, Да? яку я купив. А тест-драйвов сколько ты сделал? Сколько ты людей удивил этой машиной? Сколько людей То поддержали, понятно, пальцы показывали? То понятно, але говорю, ну люди, які купляють нові машини, я їх не розумію. Короче, ты получил за 30 тысяч, ты получил максимальное количество внимания. Ну, Ну вот. гірше цього, типа тільки Tesla Model Plaid могла бути, яку там купляєш за 120 тисяч, а вона через рік коштує бушно, там, не знаю, 70. Вчора плед продався за 60 тисяч доларів. Ну, з 7 тисяч пробігу на Манхайму. ну. ММР 75, там Lemon Law було. Я думаю, що це була класна, ще гірше класна може історія. бути тільки Range Rover. Ось там Range Rover купляєш за 200 тисяч, а через 2 роки він просто там коштує 80. І ти такий, ого. Range Rover, управляй мечтой.